Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить связать вот такого красивого медвежонка девочку в платьице с бантиком. Ее размер от ушек до ножек 12 сантиметров. Вязать эту игрушку несложно, и сегодня мы с вами разберем, как же ее вязать. Для работы я буду использовать пряжу джинс серого и розового цвета в 50 граммах 160 метров. Серый цвет это 49, а розовый 74. Крючком буду вязать номер 2. И начинаем вязать ручки. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Кольцо затягиваем. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавлению. 1 столбик, сюда же провязываем второй, 2, теперь еще прибавление, 3, 4 столбика, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во втором ряду у нас получилось 10 столбиков. Теперь с 3 по 5 ряд провязываем по кругу без прибавлений по 10 столбиков. Вяжем так 3 ряда. И вот провязали 3 ряда, 1, 2 и 3. Теперь серую пряжу нам нужно отрезать. И будем переходить на розовую пряжу. Присоединили ниточку. И так вяжем по кругу 10 столбиков. Эти 2 ниточки мы свяжем на 2 узелка, 1 и 2. Вот так. И теперь с 6 по 10 ряд мы вяжем по 10 столбиков розовой пряжей. И вот провязали вот такие ручки. Розовый цвет получается 6 ряд, 7, 8, 9 и 10. И вот я связала вторую такую же. Ниточку я не оставляю для пришивания, так как ручки мы будем ввязывать в тело. Начинаем вязать ножки серой пряжей. Сделали кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Это у нас первый ряд. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в первый столбик мы провязываем 1 столбик. Во второй провязываем прибавление. И снова повторяем 1 столбик, в следующий прибавление. 1 прибавление. Всего у нас получилось 3 прибавления, и во втором ряду у нас 9 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, второй столбик,
После 2 столбиков прибавление. 1, 2. Еще раз повторяем. 1, 2. И в 3 прибавление. Снова 1 столбик, 2 и в 3 прибавление. В 3-м ряду у нас получилось 12 столбиков. Теперь с 4 по 6 ряд провязываем по 12 столбиков по кругу. И вот одну ножку связали, у нее отрезали нить, а когда связали вторую ножку, то ниточку у нее мы не отрезаем, потому что будем продолжать вязать тело игрушки. Там, где вот у нас осталась ниточка, набираем 3 воздушных петли, берем ножку первую и привязываем к ней вот столбики без накида. И так провязываем по кругу 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь по воздушным петлям тоже провязываем 3 столбика. Я для того, чтобы не было дырочки, вот я сразу в ножку делаю, накидываю вот петельку, а потом воздушную петлю, и эти 3 петельки провязываю вместе. Тогда у игрушки не будет снизу дырочки. Это у нас 1 столбик, 2 и 3. И переходим на нашу вот первую ножку. И так само я делаю, чтобы не было дырочки. И провязываем 12 столбиков по следующей вот ножке. Довязываем до воздушных петель. Здесь я тоже повторю таким образом. Вот 1 столбик, 2 и 3. Это мы провязали первый ряд тела игрушки. Переходим на второй ряд. Второй ряд мы провязываем 30 столбиков по кругу. То есть у нас в первом ряду получилось 30 столбиков, и вот во втором мы провязываем по кругу 30, и третий тоже провязываем 30 столбиков. И вот провязали второй и третий ряд. Теперь переходим на розовую пряжу. Для этого мы серую отрезаем и присоединяем розовую пряжу. Снова эти ниточки мы свяжем. И теперь по кругу провязываем 30 столбиков. Теперь вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду мы провязываем 30 столбиков за заднюю стенку.
таким образом. А за переднюю стенку мы потом будем привязывать юбку. И вот так вяжем по кругу. Вот провязали, и у нас получился такой рубчик. Теперь с 6 по 10 ряд нам нужно провязать по 30 столбиков без накида. Всего получается провязываем 5 рядов. И вот мы провязали 6, 7, 8, 9 и 10 ряд. Переходим к 11 ряду. Я ножки немного наполнила наполнителем, потому что дальше мы будем убавлять, и отверстие будет уменьшаться. Провязываем 3 столбика, 2, 3, оденем маркер. Теперь убавление. И так вяжем по кругу. 1, 2, 3 столбика убавление, 3 столбика убавление, снова 1, 2, 3 убавление, 1, 2, 3 убавление, и еще раз 1, 1, 2, 3 убавления. Всего в этом ряду у нас получилось 6 убавлений, и в конце ряда вышло 24 столбика. Теперь провязываем 12 ряд. В 12 ряду вяжем 12 столбиков по кругу и довязываем так до конца. Я оговорилась, что в 12 ряду провязываем 24 столбика по кругу. Перешли к 13 ряду. Провязываем 2 столбика, оденем маркер, и после 2 столбиков убавление. И так снова повторяем. 1, 2 убавление. И так вяжем по кругу. Всего таких убавлений в этом ряду будет 6. В 13 ряду будет 18 столбиков. В 14 ряду будем вязывать ручки. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Оденем маркер. Теперь берем одну ручку, смотрим там, где у нас переход пряжи, мы поворачиваем вовнутрь к игрушке. И так провязываем 5 столбиков вместе с ручкой. Захватываем вот 2 половинки ручки и столбик на теле игрушки. 2, 3, 4 и 5. Теперь провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4.
Берем вторую ручку и тоже привязываем 5 столбиков. Вот, захватили за ручку. Теперь на теле игрушки 1, 2, 3, 4, 5 последний, вот 5 столбик и 5, и довязываем 1 столбик. И вот так вот мы вязали ручки в 14 ряду. Дозаполнили еще игрушку наполнителем и вяжем 15 ряд. Провязываем 1 столбик, далее убавление. И так чередуем до конца ряда. 1 столбик, убавление. Всего будет в этом ряду у нас 6 убавлений, и в 15 ряду получится 12 столбиков. И вот мы связали ножки, тело и вязали ручки. И оставили нить для пришивания. Теперь будем привязывать юбку. И теперь будем привязывать юбку за переднюю полупетлю 5 ряда. Вот я сзади игрушки, там где вот у нас переход пряжи, присоединяю ниточку. Так, и теперь нам нужно сделать 30 прибавок. То есть получится в каждую петельку нужно провязать вот 1 провязываю столбик и сюда же провязываю 2. И вот так вяжу по кругу, вот 1 и 2. И так вяжем по кругу. В этом ряду у нас получится 60 столбиков. Вот провязали первый ряд. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 1 столбик, прибавление в следующий. Снова повторяем 1 столбик, в следующий прибавление. И в конце этого ряда у нас получится 90 столбиков. И переходим к третьему ряду. В третьем ряду мы провязываем в каждый столбик по 1 столбику. Вот так. И в итоге у нас в третьем ряду будет 90 столбиков. И вот какая симпатичная пышная юбка получилась. Так ее расправляем. Такая юбочка. Теперь будем вязать голову. Сделали кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем и переходим ко второму ряду. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавлению. 1 столбик и сюда же провязываем
второй столбик. И так вяжем по кругу. Во втором ряду будет 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, в следующий прибавление. 1 и 2. И так мы вяжем по кругу. Вот 1 столбик, в следующий прибавление. Всего таких прибавлений у нас будет 6. И в третьем ряду получится 18 столбиков. Четвертый ряд. 2 столбика. 1, 2. А в третий прибавление. Итак, чередуем по кругу 2 столбика прибавления. Всего будет 6 прибавлений, и в конце четвертого ряда получится 24 столбика. Вяжем пятый ряд, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, а в четвертый прибавление. Всего будет 6 прибавлений. В пятом ряду получится 30 столбиков. Вяжем шестой ряд. 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и в пятое прибавление 1 и второй столбик. Так снова вяжем по кругу, будет 6 прибавлений, и в конце получится 36 столбиков. И теперь с 7 по 14 ряд провязываем по 36 столбиков. Всего получится, нужно провязать 8 рядов. И вот мы провязали 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ряды. Также я отметила маркером, что между 10 и 11 рядом будут располагаться глазки. Теперь переходим к вязанию 16 ряда. В 16 ряду мы начинаем провязывать убавление. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4 и после 4 столбика убавление. Итак, чередуем 6 раз до конца ряда. В 16 ряду будет 30 столбиков. Я немного наполнила голову игрушки. Теперь вяжем 17 ряд. Вяжем 3 столбика, 1, 2, 3 и после третьего столбика убавление. Итак, чередуем до конца ряда 3 столбика убавления, всего их будет 6 и получится 24 столбика в 17 ряду. Вяжем 18 ряд. В 18 ряду провязываем 1 столбик, 2 столбик и убавление. Итак, чередуем до конца ряда. Повторяем 6 раз. В конце 18 ряда будет 18 столбиков. Дозаполняем голову игрушки наполнителем и вяжем последний 19 ряд. В нем мы провязываем 1 столбик и убавление. Итак, чередуем до конца ряда 1 столбик убавления. В конце 19 ряда будет 12 столбиков. И вот такая голова получилась для нашей игрушки. Те, кто не оставили нить для пришивания на туловище, можно оставить на голове. Вяжем ушки для медвежат. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем и вяжем второй ряд. Во втором ряду в первый столбик провязываем 1 столбик, во второй прибавление. Снова повторяем 1 столбик, прибавление. Еще 1 столбик, прибавление. И во втором ряду у нас получается 9 столбиков. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, второй столбик, а в третий прибавление. Всего таких прибавлений в этом ряду будет 3, и в конце ряда получится 12 столбиков. Четвертый ряд провязываем 1 столбик, в следующий прибавление. И так чередуем до конца ряда. Столбик прибавления в четвертом ряду будет 18 столбиков. В пятом ряду провязываем 18 столбиков без изменения. В последнем шестом ряду будем вязать убавление. 1 столбик, в следующем убавление. И снова повторяем столбик, убавление. И так чередуем до конца ряда. Всего убавлений в ряду будет 6. В конце ряда 12 столбиков. И вот такие ушки готовы. Нить оставляем подлиннее для того, чтобы можно было их пришить. Теперь вяжем медвежонку мордочку. Снова сделали кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавлению. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь переходим к третьему ряду. В третьем ряду провязываем 1 столбик, в следующий прибавление. И так чередуем до конца ряда. Столбик прибавления. В третьем ряду будет 18 столбиков. И еще четвертый и пятый ряд провязываем по 18 столбиков. Вот провязали еще 2 ряда по 18 столбиков и отрезали нить подлиннее, чтобы можно было пришить мордочку. Теперь свяжем розовый бантик. Сделали кольцо амигуруми, воздушная петля, провязываем в эту петельку 4 столбика, 1, 2 столбики с накидом, 3, 4. Теперь делаем соединительную петлю и еще провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Соединительная петля. Теперь все это стягиваем, отрезаем нить подлиннее, так как так, где наш хвостик, вот, вытягиваем его. И теперь берем эти 2 хвостика
И вот таким образом обкручиваем вот бантик. Вот обкрутили. И с изнаночной стороны зафиксируем эти два хвостика. Под наши завитки. Так, протягиваем один хвостик в одну сторону. А второй хвостик во вторую сторону. И завяжем на 2 узелочка. Коротенький хвостик отрезаем, а длинным хвостиком будем пришивать вот такой бантик. И теперь будем пришивать голову к туловищу. Захватываем вот столбики на туловище, потом столбики на голове. И так подтягиваем снова на туловище, на голове. И так пришиваем столбик в столбик по кругу. Вот таким образом. Чтобы голова не болталась, нужно все пустоты дозаполнить наполнителем, а потом допришивать голову. И вот так теперь выглядит наша заготовка для игрушки. Точнее, основа для нашей игрушки. Я пришила глазки-бусинки. Они небольшого размера, и между глазками 3-4 столбика. Теперь булавками прикрепила мордочку и буду ее пришивать. Захватываю за столбики на голове, протягиваю ниточку и прокалываю столбики вот на мордочке. Ниточку подтягиваю. И так по кругу пришиваем мордочку. И не забываем, что нужно наполнить наполнителем мордочку. И вот так пришиваем. Отмечаем булавками, где будет располагаться носик. Берем розовую пряжу. В петелечку протягиваем иголочку. И прячем этот узелок. И аккуратно подтягиваем. Все, узелок мы с вами спрятали. И теперь продолжаем вышивать до следующей булавки. Смотрим, чтобы ниточки ложились ровно. И вот так вышиваем до вот этой вот булавочки. И вот так я пришила нос, вышила. И теперь расположила ушки вот недалеко друг от друга и пришиваю. Захватываем столбики на голове игрушки и прокалываем так вот ушко за нижние столбики. Снова прокалываем за столбики
на голове. И далее за ушко. И вот так пришиваем до конца. И вот я пришила уши, пришила бантик. И вот такая красивая девочка-медвежонок в платьице у нас с вами получилась. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!